Никаких самсунговских гирфитов, соневских глючных смартбендов и даже Fitbit с его третьей строчкой по продажам умных девайсов на запястье, конечно, после Xiaomi, и тем более никакого китайского ноунейма. Xiaomi, Fitbit и Яблоко вместе продают всего на 20% меньше умных браслетов и умных часов, чем остальные производители вместе взятые. Но я буду говорить только о лучших, по моему мнению, девайсах за минимальную цену и с максимальными продажами. Полезные, качественные, надежные фитнес-браслеты. Где они? Tube264, всем привет, вы на канале Польза.нет, и немного классического ликбеза перед тем, как я расскажу вам о 5 лучших фитнес-браслетах всех времен. По моему мнению, их скорее всего будет 7, а не 5, но об этом вы узнаете дальше. У всех фитнес-браслетов одна особенность, в них нет датчика GPS, и они не могут писать ваш трек перемещения по карте. Исключением является браслет Honor Band 3 Pro, но он такой один, во всяком случае за лояльную цену до 5000 рублей. Остальные подсчитывают ваше расстояние по акселерометру, что крайне примерно, и потраченные килокалории они тоже все считают примерно. Все фитнес-браслеты могут работать отдельно от телефона после активации. Единственная разница автономной работы: вам не будут приходить оповещения о звонке и от программ с телефона. Нет браслетов, которые реально могут адекватно мерить давление, ЭКГ и содержание кислорода в крови. Все это шаманство и все максимально приблизительно. А примерно ЭКГ считают только умные часы Apple Watch и Amazfit Health. И все равно это не является медицинскими показателями. Давление, может, подсчитывает еще псевдобраслет Omron, но стоит он дорого и размеры у него как у 3 G-Shock'ов. Экраны у браслетов бывают цветные и монохромные, некоторые из них могут считать грибки, некоторые нет. У всех разные способы подсчета вашего сна. Ну а с остальным мы с вами разберемся в процессе. Начнем. На 5-м месте, как самый первый массовый подобный гаджет, должен был бы стать Mi Band 1 или Mi Band S, но я с таким мнением в корне не согласен. Не было там экрана, выглядел он по мне странно, и сейчас его покупка и рассказ о нем являются максимально неактуальными. Поэтому для меня на 5-м месте фитнес-браслет, которому уже больше 3 лет, это Xiaomi Mi Band 2. И этому несколько причин. В нем есть оповещение, вибро, будильник, функциональная кнопка, и при установке дополнительного программного обеспечения на телефоне вы можете расширить возможности этого девайса практически безгранично. Можно даже как Bluetooth кнопку его использовать при желании. Управление одной сенсорной кнопкой, цена около $15 США, но реально купите за 11. Не боится воды, минимальные габариты, очень классный дизайн, 20 суток автономности, и о нем я рассказывал уже не раз. Вообще, это мой любимый фитнес-браслет, практически неубиваемый. Можно настроить так, чтобы пульс он считал ежесекундно отдельной программой. Мониторинг сна и физической активности в наличии. Я проходил с этой штуковиной полгода, тестировал его просто люто, и при минус 40 градусах тоже. И выгрузил не один ролик на эту тему. Положа руку на сердце, это был мой самый любимый гаджет, и пусть его выпустили в 2016 году, по мне он все еще актуален. Хотя основной его недостаток никуда не делся. Экран у девайса, как и многие подобные гаджеты тех времен, еле различим при ярком дневном свете. Повторяю, что на морозе он у меня не вырубался. Тестировал я его в холодильнике не одни сутки. Но объективно из всех последующих девайсов этот имеет меньший функционал и морально, конечно, очень устарел. Пульс относительно тонометров покоя считал неплохо, плюс-минус 5%. Капсула из ремешка не вылетала, и перепродал я браслет через полгода использования всего на 10% дешевле, чем я его покупал. Капсула из браслета не вылетала, заряжался классически, капсулу вынул, вставил в зарядку и зарядил. Стоит сейчас этот браслет в районе 1200 рублей. Это $18 США. И я скажу, что они сейчас цену ломят, то есть реально его купить до 900 рублей в период распродаж на Алиэкспрессе легко. И учитывая эту цену, покупать его в 2019 году все равно не очень разумно. Кстати, кто не подписан, подписываемся с колокольчиком. На канале за лайк, подписку и коммент можно раз в 2 недели выиграть фитнес-браслет Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition. Разыгрываю все на стриме, а сейчас еще в розыгрыше умные часы Amazfit Bip и 3 браслета Mi Band 4. Полные условия в описании к видео. На 4-м месте расположился фитнес-браслет Honor Band 4 Run Edition. И пусть он не особо распиарен, стоит еще дешевле, чем второй Mi Band, в сравнении со своей базовой версией Honor Band 4 Run Edition отличается увеличенным временем автономной работы и направленностью функционала. Он в первую очередь для бегунов. Автономность до 2 недель, поддержка 5 будильников с виброоткликом. И здесь внимание, эта штуковина может не только носиться вами на запястье, вы можете крепить ее на кроссовок, притом делается это очень просто. И да, это актуально, не все кроссовки являются умными и не во все кроссовки можно засунуть чип. А вот если вы реально интересуетесь своим любительским бегом, более точный каденс вам не определит ни одно устройство. Да, он может определить, каким образом вы ставите стопу, правильный или нет, угол, на носок или на пятку. У меня он определял постановку стопы отлично, но по некоторым отзывам от купивших капсула считала нагрузку неверно. И
И да, крепление на обувь идет в комплекте, выглядит довольно странно, несмотря на то, что на фотографиях вроде бы и лаконично. Большая эта штуковина. Показывает браслет все то же самое, что и другие браслеты, за исключением пульса. Ну и как вы поняли, статистика бега у него значительно расширенная. Стоит он еще дешевле, чем Mi Band 2, на него есть тоже отдельный обзор на канале. Все ссылки на обзоры, кому лень искать, в описании к видео, как и ссылки на покупку девайсов и мой кэшбэк, которым я пользуюсь. Дисплей все еще монохромный, никаких NFC модулей в нем нет. Еще один маленький ликбез. Я сейчас буду рассказывать о некоторых моделях, в которых есть NFC, либо есть варианты этих моделей с NFC. Так вот, этот NFC модуль в России помогать вам расплачиваться за товары не может на данный момент. Обещают, что будет, но сегодня 1 августа 2019 года и возможности платить фитнес-браслетами, о которых я сегодня рассказываю, в России либо странах СНГ нет. На третьем месте для меня стоит не менее важный девайс, и я уверен, что все развитие фитнес-браслетов осуществлялось за счет противоборства всего двух фирм. И да, вы правильно угадали, кто это. Это Huawei Honor Band 3. И я бы сказал, что учитывая его классический вид, он довольно многим пользователям больше импонировал, чем устройство от Xiaomi. Крепление ремешка на болтах, конечно, не нравилось мне тогда и не нравится сейчас. Но нужно отдать этим девайсам должное. Именно Huawei дышит в спину Xiaomi в этом сегменте. Притом относительно успешно. Фанатов данного бренда очень много среди любителей носимой техники. У Huawei значительно больше научной мощности, и я понятия не имею, от чего этот гигант до сих пор не съел Xiaomi, либо не обогнал. Наверное, он занят чем-то другим, более важным. Хотя за все эти годы сиамисты тоже сильно окрепли, и Honor Band 3 стоимостью как Mi Band 2 имел одну уловку, которую использовал в рекламе. Он якобы считал плавание, но только время и калории, никаких грибков. А так, по моему мнению, различие между ним и вторым бендом было исключительно конструкционное. Все остальные были незначительны, и хотя я отдавал предпочтение Mi Band 2, со слов многих зрителей канала, они считали Huawei более надежным. Экран тоже монохромный, плохо читаем на солнце, 30 заявленных дней автономности, вес 18 грамм и на тот момент самая лучшая аналитика сна, которой так славятся браслеты Huawei. И нет, днем сон они не считали. У меня, как и другие браслеты. Конечно, есть пульсомер и очень классная, по моему мнению, застежка. И у третьей версии есть версия Pro, о которой я говорил, вместе с GPS. Но стоимость у него, как у Amazfit Bip на распродаже на Али, $40 США. И это на Алиэкспрессе, я не говорю про Россию. А это уже стоимость умных часов, хотя его я тоже заказал, чтобы вам о нем рассказать. Но считаю его слишком дорогим для браслета, для себя. Второе место. Мы пришли к самому интересному. За 20 баксов вы можете найти оба этих девайса. Да, их здесь два. И все просто. Mi Band 3 и Honor Band 4. Да, продажи совсем разные. У Xiaomi, как и у Honor, появился сенсорный экран с поддержкой свайпов в 4 стороны Honor Band 4 на 10% дороже, чем Mi Band 3. И у него есть цветной экран, в отличие от монохромного на Mi Band 3. Но у меня и так есть сравнение на них на канале. Достаточно сказать, что оба девайса на момент своего выпуска были просто нереальным прорывом. И у четвертого Honor появилась официальная функция Bluetooth кнопки для дистанционного фотографирования, но только в телефонах Huawei. И просто нереально крутая аналитика сна с поддержкой умного будильника. Но у Xiaomi в неофициальных программах было то же самое, а Honor Band 4 все-таки страдал от отсутствия стабильности. Глюки были во всем и не только у меня. Хотя 14 дней автономности, если не включать отслеживание сна, цветной AMOLED-экран, которого ни у кого на тот момент времени не было за такую цену, и подсчет грибков в бассейне для многих были решающим в выборе браслета от Huawei. Honor хорошо подстегнули Xiaomi и себя к новым свершениям. На солнце читабельность обоих браслетов была не фонтан. Да, и футуристическая капсула третьего браслета была не особо романтична лично для меня, но бассейном и экраном Huawei выигрывал неплохо. И мы пришли к первому месту. Его, конечно, на данный момент делят Xiaomi Mi Band 4 и Honor Band 5. Цветные экраны, подсчет грибков, кастомные циферблаты у Xiaomi и достаточно большое количество красочных циферблатов у Huawei. Отличная аналитика сна у обоих девайсов, лучший подсчет шагов за счет 6 осей, 10 спортивных режимов для наиболее распространенной активности. Здесь Honor опять решили сыграть по-крупному. В Honor якобы появился датчик насыщения крови кислородом. И я уже сказал свое мнение по поводу этих шаманских приблуд. Я примерно понимаю, как он работает. И кто хочет, пусть верит. А кто видел медицинские приборы пульсоксиметры, улыбнитесь. У Honor Band 5 цена как у самого дешевого этого прибора. И на 20% дороже Mi Band 4. Mi Band 4 по ссылкам в описании около 1900 рублей, а это около $30 США. А Honor Band 5 2500 рублей, что около $40 США. По поводу подсчета кислорода в крови. Я считаю, что эта функция, даже если рабочая, она максимально бесполезна. Почему? Потому что основная ее задача — это напоминать вам о том, что вам нужно выйти на воздух, либо заняться активностью. Для этого нам каждый час, даже в Mi Band 2, браслет напоминал, что нужно встать и размяться.
нравится. По большому счету, это все. Может быть, у кого-то есть другие идеи, напишите в комментариях, но я других идей, то, что предлагают сами Honor, не рассматриваю, если честно. По большому счету, функция довольно бесполезна, хотя они за счет нее решили неплохо хайпануть. Резюмировать сегодня я бы хотел вот чем. По моему мнению, фитнес-браслет стоит покупать всем, кому нельзя включить звук на телефоне, как и вибро на нем. Офисным работникам гаджет нужен железно, чтобы напоминать о необходимости подвигаться. Гикам нужен для того, чтобы химичить с программами и прошивками. Может быть, именно ваша программа расширит возможности этих девайсов и позволит вам и вашим детям жить безбедно много десятков лет. И логично, что эти штуковины отличные мотиваторы для спорта. Не такие сильные, как спортивные часы, подборку которых вы тоже можете увидеть на моем канале, но для начала довольно неплохие. Теперь внимание! Последние модели Xiaomi и Honor имеют проблемы с сопряжением с телефонами, у которых Bluetooth ниже версии 5.0. Проблема не системная и, возможно, в ближайшее время будет устранена, но все же. Смотрите мой топ-10 товаров Xiaomi на канале, обзоры на эти девайсы, краш-тесты этих браслетов. И да, некоторые из них у меня погибли смертью храбрых. Подписывайтесь с лайком и колокольчиком, чтобы выиграть Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition. Участвуйте в других розыгрышах, на канале Мата нет, все матные вопросы ко мне в личку. Другие вопросы можете задавать под видео, как всегда отвечу всем. Если я поставил лайк на ваш коммент, значит я его прочитал. Видео понравилось, приободрите меня добрым комментом, нет, сделайте замечание. Будем расти вместе, канал домашний, пока без рекламы. Девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.